А что делать со страшными обрезками, которые вот никуда не годятся, которые либо толстые, либо слишком узкие, или это срезанные швы? Выкинуть просто, как-то жалко, наверное. Вот куда? Некрасивые, страшные, мелкие. Сейчас все расскажу. Здравствуйте, дорогие рукодельницы и любительницы лоскутного шитья. Вот когда остаются какие-то такие более-менее приличные обрезочки, полосочки, из них можно что-то сшить. Или если это даже какие-то кусочки, мы можем сделать вот крамп-квилт, который я показывала вам уже, да, вот можно разноцветные делать, можно в одной цветовой гамме делать полотно, которое потом можно использовать в лоскутных блоках, как вот, например, здесь вот, да, из красного крамп-квилта я сделала лоскутный блок кленовый лист. Или какие-то мы можем, которые симпатичные более-менее, в пиццу положить, да, лоскутное полотно еще одного вида сделать. Вот. А что же делать нам с этими несчастными, которые вот, ну, только выкинуть? Тоже не спешите выбрасывать. Я сейчас расскажу, куда можно использовать такие. Сегодня будем делать в прямом смысле из дерьма конфетку. Я взяла вот такую вязь, вот она такая суровая, как бы такого не самого лучшего качества, но мне и без разницы, потому что это у меня будет чехол. Я буду делать валик для дивана. И взяла вот молнию, я ее пришью, просто пристрочу. В произвольном месте. Вот у меня 53 сантиметра по длине кусок и 45 по ширине. Просто пришью молнию с одного края, а потом с другого, чтобы у меня получилась такая, как цилиндр. Молнию я пришила, вывернула, прогладила. И смотрите, что у меня получается. У меня получается, что вот за счет того, что здесь ширина молнии такая вот, вот здесь вот у меня такое вот отверстие. И так как я не профессионал, и не знаю, как в таком случае поступать, я поступлю просто. Я просто нашью вот так вот такую планочку. Такая фишка у меня с двух сторон. Соответственно, я вырезала две вот таких полосочки. И просто вот их прям сверху пристрочу. Вот этот краешек заверну. Вот так. Просто пристрочу. Все сделала, как и планировала. Теперь мне надо сделать торцевые круги. И для того, чтобы мне понимать, какой диаметр этих кругов, я меряю. У меня получается 21,5. Значит, это умножить на 2 будет 43. А мы знаем формулу, что длина окружности равно 2πr. И таким образом мы можем рассчитать радиус нашего будущего круга, ну и, соответственно, диаметр. Нам надо длину окружности разделить на 2π. Я, знаете, что хочу сказать? Я-то вот померила, получилось 21,5. А потом еще вот так вот сантиметром померила по кругу. И почему-то у меня получилось не 43, а 44. Поэтому я буду, наверное, брать все-таки, что у меня радиус, длина окружности 44. Короче, при моих размерах получается, что у меня радиус равен 7, соответственно, диаметр равен 14. И знаете, что еще я забыла? Я хотела еще синтепон использовать, потому что у меня мои все лоскуты, которые я буду сюда напихивать, они все... Ну, самые разные и такие бугристые могут получиться. Поэтому я хочу, чтобы вот у меня более-менее гладенько все было. И я просто вот приметаю по краю синтепон с этой стороны и с этой стороны. Чтобы у меня вот этот мой цилиндр был такой синтепоновый. Приметала я синтепон. Конечно, это надо было сделать еще до того, как молнию пришивать. Просто зигзагом пристрочить и все. А потом уже только молнию вшивать. Но косяк. Теперь... пришиваем вот эти вот свои торцы. Сначала с одной стороны. Надо не забыть молнию расстегнуть, чтобы можно было потом все это дело вывернуть. С этими кругами в торцах, я сказала, диаметр у меня 14 будет. Но нам еще надо было на припуске по полсантиметра. То есть в результате диаметр этих кругов у меня 15 сантиметров. Круг пришиваю, ну, обычным образом, просто сверху круг у меня, снизу у меня ровная деталь. И я вот поворачиваю немножечко, поворачиваю круг так, чтобы у меня одинаковые припуски были. Ну, то есть ничего сложного. Тем, кто не успел до этого подписаться, нажмите кнопку подписаться. Если вы смотрите в YouTube, заодно нажмите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. И, конечно, не забудьте поставить лайк. Торцы пришиты у меня, выворачиваю.
свой валик будущий. И теперь сюда загружаю все свои ненужные мне обрезки, которые я решу сюда загрузить. Это и швы срезанные с разных вот изделий, из которых я потом на лоскуты резала что-то. А какие-то вот у меня из ателье достаются обрезки, я все забираю оттуда, но из каких-то просто ничего не сделаешь. Для пиццы они толстые, что-то делать из них, а они копятся, как снежный ком, просто нарастает, заполоняет все. И, конечно, нужно от них избавляться как-то. Какие-то совсем мелкие, из которых ничего вообще никогда не сделаешь. И загружаем их сюда. Вот смотрите, маленькие кусочки толстых тканей, которые в пиццу не положишь, на них машинка будет спотыкаться. Всякие какие-то, я не знаю, кусочки спандекса тоже в пиццу они не идут. Кусочки трикотажа, они тоже в пицце плохо себя ведут. С ними надо, лучше их выбрать оттуда. Поэтому я вот все это сюда набиваю поплотнее, чтобы этот валик у меня был прям тверденький. Знаете, достаточно много вообще-то понадобится, чтобы плотненько набить, потому что, слишком мягкий такой валик, он неудобный будет. Все, готово. Вот он, мой красавчик-валик. Он еще, конечно, не совсем красавчик, но скоро будет красавчиком. Он такой плотненький, я его так набила хорошо. Но можно еще даже и плотнее его набить. Так вот, чтобы он совсем прям вот не проминался. Мне так вот достаточно. Теперь следующий этап, будем его украшать. Для торцевой части я хочу сделать кант. Я взяла 2 полоски, и я их вот просто они по размеру 48 сантиметров. Это объем моего валика. Он у меня чуть-чуть поменьше, он у меня 45, но я на припуске, 48 чуть-чуть побольше сделала, чтобы его легко было можно одевать или надевать на этот валик, мой чехольчик. 48 сантиметров в длину и 4,5 сантиметра в ширину полоски. Я их сошью между собой края лицом к лицу, где-то вот по 6-7 миллиметров на припуске. Точно так же вторую. Вот, прострочила, шовчики разгладила. И теперь я беру веревку. У меня вот такая вот толстенькая веревка. И я ее буду вот так вот сюда вшивать. Просто близко к веревке прострочу вот так вот строчку. Всю полностью, чтобы вся веревка оказалась внутри. Шить буду, используя лапку для молнии, для того, чтобы как можно ближе вот к веревке у меня строчка пролегала. Просто пополам складываю свою полоску и строчу близко к веревке. Для того, чтобы закрыть торцевые части своего валика, я взяла полоску ткани длиной 48 сантиметров, а шириной 21 сантиметр. И я делаю на ней отметочки. Значит, я хочу, чтобы завязывалась на ленточку. И я отмечаю вот 5 сантиметров и 7 сантиметров от края. И то же самое делаю с противоположной стороны. 5 сантиметров и 7 сантиметров. Мне надо будет отверстие, через которое я буду завязывать торец. То же самое делаю на второй своей детали. После этого я складываю лицом к лицу и вот так вот строчу до первой метки, потом не строчу, потом от второй метки строчу до конца. Так делаю на обеих деталях, так как торца у меня же 2. Прострочила, разгладила шовчики и вот так вот заворачиваю, так, чтобы у меня мое отверстие вот было с лица. Вот оно. Можно загладить для того, чтобы это все красиво ложилось. Когда я выверну, у меня здесь будет вот отверстие, в которое я смогу вдеть ленту и затянуть торец. И строчу полностью по всей окружности, делаю отстрочку. То же самое делаю со второй деталью. Вот, и теперь вот мои вот эти вот, мой вот этот вот кант, который я сделала, мне надо пришить, чтобы он у меня был вот так вот. И я прям вот по кругу сейчас все пристрочу. Я опять возьму лапку для молний, чтобы вот как можно ближе к этому канту строчить.
Кстати, вот так вот лоскутами набивать не обязательно валик делать. Можно такую длинную плоскую подушку под спину, чтобы подсунуть удобно было. Главное условие, чтобы она была жесткая, плотная. Центральная часть моей наволочки для валика будет вот такая вот. Я уже сшила. Ну, здесь ничего сложного, просто сшила простым швом. И теперь буду пришивать к своему вот этому канту. Так, чтобы у меня в результате вот так получился. Пришила я все свои части, надела на цилиндр и понимаю, что я, как всегда, без косяков, как без пряников. Почему я сделала вот эту длину такую большую? Я-то хочу, чтобы у меня здесь вот завязывалось на ленту, вот так вот. Вот, без всяких вот этих вот частей. Значит, я сейчас отпарю вот эту часть, укорочу ее, прям вот сделаю 6 сантиметров. Вот по вот этой меточке. Пришью опять к канту и вернусь. Я, кстати, не показала, шов у меня не обработанный. Вы можете хоть косой бейкой обработать, хоть зигзагом. У меня просто есть оверлок, но он сейчас у меня в другой квартире. Я его привезу и обработаю. Вот такой в результате получился валик. Здесь вот на бантике у меня. Но я же вам еще обещала конфету. Раз обещала, то обязательно покажу. Вот моя конфетка. Правда, классная получилась. И такой новогодний дизайн у них получился. Но дело идет к Новому году, поэтому это не удивительно. А так, конечно, можно сделать другие чехольчики после Нового года и более спокойные тона. Конфету, кстати, делать сильно проще. Вот сделала вот такое вот полотно. Вот просто подшиты края. Потом просто вот так вот я его сейчас сложу и зашью. Если вы хотите, чтобы вам удобно было надевать эту наволочку на ваш валик, то можно вот здесь вот сделать молнию. В принципе, не так трудно впихнуть-то и так, но хотите, можно сделать молнию, будет сильно легче. Вот такие два валика получились у меня. Конечно, можно, если нет обрезков, мало их, а валик такой хочется, то можно сделать просто рулон, свернуть поролон плотненько и сделать такую подушечку. Но я хотела как раз именно утилизировать обрезки, потому что они копятся как будто они сами размножаются. И, конечно же, хотелось их куда-то вот пристроить. Кстати, можно вообще как место для хранения использовать такие валики. Просто вот лоскуты, которые вы редко используете, сложить туда и положить на диванчик. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком способе утилизации обрезков. Понравилось ли вам это видео? Если понравилось, ставьте лайк. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.